Чемпионат мира уже не за горами. Во всяком случае, до него осталось прям всего ничего. Поэтому соответствующие приготовления в eFootball также должны потихоньку начинаться. И по словам нашего небезызвестного инсайдера Ренана Гальвани, в конце мая нас ожидает обновление до версии 5.5.0, которая и призвана добавить контент в преддверии Мундиаля в eFootball. Поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить его поподробнее, что нам известно на сегодняшний день и на что нам стоит рассчитывать в конце мая. Футбольный сезон близится к концу. Konami подводит его итоги новыми наборами, а там и чемпионат мира не за горами. Поэтому, чтобы быть готовым к крутым наборам в eFootball, нужно как следует запастись монетами. И поможет вам с этим Kekiхон, сервис доната в eFootball и другие мобильные игры по самым низким ценам. У ребят самые низкие цены на монеты среди конкурентов, а 1000 положительных отзывов не дадут вам соврать. Ссылка в описании. Перед тем, как мы начнем обсуждать контент предстоящего обновления до версии 5.5.0, давайте взвесим все за и против, насколько возможно подобное обновление в конце мая. Стоит ли его ожидать или это очередной тык пальцем в небо от Гальвани? Во-первых, у нас есть безоговорочный аргумент о том, что чемпионат мира приближается, он уже буквально в начале июня, и, соответственно, eFootball потребуется обновление, чтобы добавить соответствующий контент с участием национальных сборных. Но, с другой стороны, Konami не мешает добавить подобное обновление в начале июня, как раз таки за неделю до чемпионата мира, или буквально в тот же самый день, что и стартует кампания с национальными сборными. По сути, нечто подобное и было в 2024 году, когда у нас был чемпионат Европы и Кубок Америки. Об этом, в принципе, говорит и сам Гальвани, то есть он стелит себе лишнюю подушку безопасности, подчеркивая, что обновления могут перенести до 4 июня, то есть буквально на неделю, тогда как по его изначальному заявлению обновление планируется именно что на 28 мая, то есть последний четверг 5 месяца. Как бы то ни было, на обновление стоит рассчитывать, поскольку сами Konami отчасти о нем заикались, ведь если мы взглянем на официальный сайт, а именно на страничку, в которой разработчики упоминают о недоступных игроках и тренерах. Это те, что будут из игры удалены ввиду того, что они перешли в клубы, которые отсутствуют в игре. Разработчики упоминают, что недоступные игроки и тренеры будут отражены в игре после обновления, запланированного на май 2026 года или позднее. То есть в конце мая, либо в начале июня. То есть, во всяком случае, рассчитывать на подобное обновление придется. И вот, казалось бы, окололетнее обновление, а что нам обещали еще на начало лета? Правильно, фильтр от умной помощи в eFootball. На волне всеобщего недовольства Konami заявили, что наконец-таки они вводят долгожданный фильтр от игроков с умной помощью. Однако, с этим ближайшим обновлением будет добавлен тестовый фильтр, который будет призван, так сказать, показать, как это будет работать, и уже где-то в последующем, только ближе к 27-й части, возможно, выкатят что-то полноценное. Но сам факт, мы наконец-то дождались долгожданного фильтра. Возвращаясь к предыдущему посту Гальвани, очевидно, что обновление будет сосредоточено на Мундиале, на национальных командах. Соответственно, с этим обновлением стоит ожидать новые ивенты, новые карты, которые будут посвящены Мундиалю. Также упоминаются сборные, то есть нас ожидает очевидное обновление национальных команд, правда, далеко не всех, а только тех, на которые имеются лицензии. А лицензии, понятное дело, имеются не на каждую сборную. Соответственно, новые лица, новые формы и, что не менее важно, мяч чемпионата мира, потому что он, судя по всему, отделен от самого Мундиаля. Ведь, как показывает практика, той же самой версии eFootball для Nintendo Switch, там как раз-таки присутствует мяч, который будет на чемпионате мира. Но самого ЧМ в игре мы не наблюдаем. То есть у нас есть права только на футбольный мячик.